Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, видео по игрокам за номинальные контракты. Как вы знаете, в четверг у нас обновились игроки за номинальные контракты, два предложения у нас есть, это Бразильская лига и Golden Boy, так сказать, молодые звезды, звезды из будущего. Давайте же поговорим, кого я брал, кого я не брал, ну и кого я бы вам советовал брать. Также у нас обновился пропуск на матч, где, собственно, эти номинальные контракты и дико фармятся. Как вы видите, я купил все три. И, честно, я не понимаю, Konami, если в любой онлайн-игре чем дальше ты идешь по пропуску, тем награды лучше, то у нас после 50-го матча, так сказать, хер вам на воротник. Как вы видите, до 50-го награды идут по всем трем пропускам практически, но после 50-го идут только в премиальном, и причем аж за 100-й матч тебе дают аж 10 тысяч опыта. Ошеломительные Konami, ошеломительные дебилы там работают, ошеломительно мы во все это дело, ребята, играем. Ну и как видите, много достаточно здесь номинальных контрактов. Мы тут можем пятерку забрать, до этого еще пятерку, ну, естественно, если вы купили премиальный пропуск. Также кое-что можно вернуть себе по монетам. Тут еще, здесь вот пятерка, тройка, причем в премиальном, да, самый дорогой пропуск, но в нем тройка. А при этом в ценном и обычном пятерка. Я не знаю, ну вот ошеломительно глупо это все звучит. Ну и можно двух игроков сразу же получить, это Мукока и Гави. Мукока из Боруссии, Гави, собственно, из Барселоны. Хороши они, не хороши, ну, что сказать? Скажу чуть позже. Так вот, номинальных контрактов у меня сейчас, как вы видите, достаточно много. 5 пятерок, 7 четверок, а тратить мне их не на что. Вот в этом, наверное, самая большая проблема. То есть я сюда зашел, посмотрел, какие игроки мне нужны, и в итоге я брал игроков и просто квикал. Ну, потому что, а какой смысл? Начнем с Бразилии. Как видите, я здесь забрал всех трехзвездочных игроков. Я не фанат ни одного клуба из Бразилии, я их брал и отпускал, потому что я не знаю, я не вижу места для этих ребят в своем составе, зачем они нужны, у нас нет каких-то соревнований, где они бы пригодились, поэтому Konami, ну... Ошеломительно приятно с вами иметь дело. Ну и Golden Boy здесь, конечно, поинтересней. Вот, забрал, как вы видите, я Влаху и Саку, буду забирать еще Салибу, забрал бы Мендеша, но у меня есть состав ПСЖ, но он у меня есть из командной недели, там он даже немножечко получше. А больше кого отсюда брать, не знаю, но вот Тимбера забрал под сборную Голландии, и вот этих двух чертей забрал просто для того, чтобы опять же квикнуть. Ты просто даешь номинальный контракт, квикаешь трехзвездочного игрока и получаешь сколько там, 500 опыта, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, 1000 опыта. 1000 опыта целое, а при этом у тебя сгорает номинальный контракт. Ладно, давайте переходить к их прокачкам и статам, и кого бы я вам посоветовал брать. Нахожусь я сейчас на сайте eFootball Hub, я думаю, вы все его знаете, хотя все равно находятся люди. Морша, какой сайт? А я такой, ну блин, посмотрите в левый верхний угол, наверное, там какая-то надпись, но люди ни хрена не видят. Огромное спасибо им за это. И здесь очень удобно, можно посмотреть и прокачки игроков, и как их правильно прокачивать, и вообще, что у нас есть в игре, здесь посмотреть очень удобно. Главное, удобно сравнить. Давайте начнем с игроков за пропуск. Собственно, Мукоко, он меня удивил. Вот, вроде бы 92 максимальный рейтинг, 79 он на первом. Нажимаем максимальный уровень, вот при такой прокачке он будет 92. И сразу обращаем внимание на ускорение 98 и скорость 95. Плюс баланс 92. Эта ракета будет бегать быстрее, чем Мбаппе, чтобы вы понимали. При сыгранности 100 у него рейтинг будет 94, и у него будет 99 ускорения, 97 скорости при 94 баланса. Да, у него полная хрень с дриблингом. Да, у него полная хрень с пасом, но у него более-менее есть какое-то умение атаковать и реализация. При этом убегать, улетать он будет нереально. Плюс хорошая слабая нога 2-3. Короче, если у вас есть вариант купить премиальный пропуск, да, у нас тут уже по классике. То есть в более дешевом пропуске у нас Гави с большим рейтингом. В более дорогом у нас Мукока с менее высоким рейтингом. Ну, Konami, что с них взять, так сказать. Поэтому, честно, вот с этими показателями скорости его минимум просто интересно будет поюзать. Реально, бегать эта машина будет невозможно. Ну, головой хреново играет, конечно, для центрального нападающего это минус, но играется через пас вперед,
И парень побежал. Плюс у него есть суперзамена, что тоже очень даже неплохо, и обводка двойным касанием. Хотя при этой скорости дриблинга я за него не дриблил. Далее Гави у нас. Максимальный рейтинг 94 при вот такой вот прокачке. В принципе, тут с ней я абсолютно согласен. Физуху ему качать, но смысла абсолютно нет. Тут плюс 4 будет, ну а толку какого. Великолепный пас, великолепный дриблинг. Больше добавить нечего. Хорошая скорость и ускорение, что меня удивило. Вовлеченность в защиту 87, но при этом умение защищаться 61. То есть пацан такой очень хочет защищаться, но не умеет. Вот какая-то такая карточка. При сыгранности 100 он будет у нас иметь... Так, где я это записал? Где я это записал, пацаны? А, вот. Рейтинг 96. Тоже, ну, сами понимаете, дриблинг еще улучшится. Пас навесом, пас низом тоже улучшится. И скорость ускорения тоже немножечко станут больше. Карточка хорошая. Можно вот закинуть его в сравнение. Нет, так, сейчас не сюда. Можно его закинуть в сравнение и сравнить его с другой версией Гави. Сейчас я вам покажу. На данный момент это сильнейшая версия Гави, которая у нас есть. У нас был еще Гави вот с рейтингом 88. Ну, тут вообще без вариантов. И с рейтингом 93 от Барселоны. Выставляем максимальный уровень тут, смотрим. Теряет наша карточка. Минус 1 реализация, но она у него и так говно. Минус 1 штрафные, но они у него и так говно. Ну и минус 1 подкрутки. При этом 3 получает к балансу тела, 3 к пасу навесом и 3 к пасу низом. А главное, получает 90 все стили, что очень важно. Карточка тоже хороша. Это на данный момент самая сильная карточка Гави у нас в игре. И поэтому вам ее рекомендую. Дальше у нас Де Арраскаета. И надеюсь, я правильно читаю. Тут он сразу прокачан. Эти карточки мы не качаем. И вот такими статами он обладает. 93 имеет, собственно, без сыгранности. С сыгранностью будет иметь 96. Что о нем можно сказать? Универсал, все 80+. Вот все. Да, в защиту он не умеет, но он АПЗшник. Остальное все 80+. Умение атаковать 80+. Реализация 80+. Пас аналогично 80+. Дриблинг тоже 80+. Ускорение и скорость при сыгранности 80+. Сила удара 80+, баланс тела 80+. Вот такие вот 80+, в общем-то, можно взять. В принципе, игрок неплохой. Но, сами понимаете, у нас куча игроков, которые могут стать на атакующего полузащитника и будут выделяться гораздо больше. Да тот же Гави может тоже стать на атакующего полузащитника вполне. В защиту он тоже не особо умеет. Ну и Халка, наверное, многие будут брать. Тут сложно вообще о нем сказать что-то, кроме силы удара и корпуса. Все. Сила удара и корпус. Типа, что вы еще от него хотите? При сыгранности у него будет рейтинг 95, но особо это ничего не исправит. Хотя, кое-какой пас низом и навесом есть, для нападающего очень даже неплохой, но умение атаковать и реализация все-таки для рейтинга 92 маловаты, как по мне. При этом очень хреновый баланс. Ну и переходим к Golden Boy. Первый у нас Салиба, защитник Арсенала. Брать его стоит 193 сантиметра. Значит, максимальная прокачка у него выглядит вот так. Я бы, на самом деле, ее немножечко менял. Я бы тут чуть-чуть убирал в защиты и хоть чуть-чуть добавлял бы ему ускорение, хотя бы до 4. Вот, чтобы оно 70 было. Потому что все-таки бегать у нас в игре придется. Значит, Салиба у нас будет иметь 95 на максимальной прокачке с сыгранностью. И будет иметь 98 аж умения защищаться. По-моему, очень круто для 95-й карточки на самом деле. Но опять же, я бы прокачивал немножко по-другому, но все равно всем советую. Опекун, перехват, акробатический вынос присутствует, игра головой присутствует, блокировщик присутствует. Короче, все навыки центрального защитника, плюс отличный рост 193, плюс 98 умение защищаться при сыгранности, это, конечно, круто. Дальше у нас Сака. Вот при вот такой прокачке будет иметь максимальный рейтинг 94 и будет иметь 97 с сыгранностью 100. Парень, пас плюс скорость. Сами можете посмотреть на его реализацию 65. Да, умение атаковать будет ему помогать хорошо открываться. Но после этого открытия лучше, наверное, отдавать пас навесом, который у него в порядке. А вот реализация 65, сами вы понимаете, поворотом он будет бить крайне хреново. Плюс плохая сила удара, отличная скорость ускорения, баланс и выносливость. Так что этот парень будет из-за неплохого умения атаковать хорошо открываться, но реализация не его конек. Не стоит пробовать его в этой стезе. Ну и само собой хочу вам напомнить, что продуктивный вингер работает у нас на правом нападающем и левом нападающем, а сыграть он может 5 позиций.
Так что это стоит учитывать. Я Саку взял, в принципе, я им доволен. Именно как в варианте хорошо открылся, но потом отдал передачу и завершил кто-то другой. Ну и звезда этого пака Влаха. Влаха из Ювентуса, конечно же. Откуда еще? На максимальном уровне имеет 96, с сыгранностью 100 будет иметь 99. И при сыгранностью 100 он будет иметь 94 умения атаковать и 94 реализацию. По-моему, это очень дохрена. Ну вот, при всех раскладах 94-94 это прям очень дохрена. При этом у него вменяемая очень даже скорость и ускорение, хорошая сила удара, хороший корпус. Да, в пас не умеет, да, дриблить не будет, но именно как столб, который будет прорываться, Влаха залетит на ура. Ну, плюс рейтинг 99, наверное, все-таки что-то значит. Единственный прям дичайший минус, да, если там не считать паса, все-таки центральный нападающий в пас должен немножечко уметь, это... Догадаетесь, что? Не догадаетесь? Частота слабой ноги и точность слабой ноги со слабой он не бьет вообще, у него тупо нули там, 0-0. Это ужас. Он левша, поэтому с правой ноги даже не надейтесь, что он будет куда-то попадать. Если он будет пробивать с правой ноги, скорее всего, мячик будет вылетать прямо из экрана телефона и попадать вам в лоб. Вот я так, по крайней мере, считаю. Вот по этих игроков я считаю хоть насколько-то интересными из этих паков. Их я советую вам брать, тем более у номинальных контрактов у нас есть срок годности, они заканчиваются, поэтому кого-то брать в любом случае придется. В первую очередь Влаха, потом Сака, потом Салиба, потом Де Арраскаета, скорее всего. Ну, а потом уже Халка. Это если вот у вас горят 5-звездочные контракты. 4-звездочных игроков там, по сути, особо интересных и нет. Ну и Мукока, если можете взять премиальный пропуск, самый дорогой, я думаю, его прям стоит попробовать. Ну, Гави просто хорош. Вот как-то так. Мое мнение по номинальным контрактам вот такое. Тут вы сами видели, игроков я брал, но я просто их поквикал. Тут аналогично 3-звездочных игроков я брал, просто поквикал, только из-за того, что у меня этих контрактов слишком много. Пиши, брал ли ты уже кого-то из этих номинальных контрактов, может даже уже успел затестировать, времени прошло достаточно много, я с удовольствием прочитаю твое мнение. Может быть поспорю, может быть соглашусь, в общем, как всегда. На этом, ребят, прощаюсь, завтра видос будет. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.